Добрый день, дорогие подписчики и зрители канала. Пришло время поработать мне с сорняками. Огород мой зарастает той культурой, которую я не сеял, которая сама насеялась, за которой не надо ухаживать. Все само отлично растет. Ни удобрений ей не давай, ничего. Прет, зараза. Окучивание я не производил, так как я боюсь окучника проехаться по картошке. У меня нету четких границ, как я садил, как сажал, страдал. Я об этом показывал все. Буду заниматься сейчас химпрополкой. Кому-то это не понравится, но я считаю, что работа должна быть той, которую нужно выполнять, а не которой стать раком и тут выщипывать ее. Я согласен, что надо было окучить, но я не вижу, что окучивать. Сильно боюсь навредить. Я лучше дождусь, пока вырастет ботва, появится, и тогда ее буду окучивать. Ну а пока что приобрел я себе другую такую вещицу. Приобрел я по совету своего подписчика, хорошего товарища Андрюхи, такой опрыскиватель Matabi Evolution 16. Думал взять на 20, но 20 и не было. Ну а в итоге оказалось, что 16 это много. Тяжелая штука, на плечах носить не очень. В комплекте идет мерный стаканчик для химии, гербицидов, внутренний фильтр, причем качественно все сделано, нету ни заплывов никаких, все отверстие к отверстию идет. Стаканчик мерный и всякие добавочная форсунка с другим углом наклона и распылители. Распылителей целая куча. Указаны, идет маленький паспорт, там указаны размеры. Все разноцветные, все это распылители. Побаловавшись немного с водой, посмотрел, что штатный распылитель мне как-то пока что зашел больше. Но наличие их радует, но понадобятся ли они мне когда-нибудь, не знаю. Плюсы. Штанга, сборка Европа. Не помню, кто собирает. То ли Италия, то ли еще кто. Made in Европа написано. Буду обрабатывать свои гербициды. Ой, свои сорняки. В комплекте идет клапан. Интересный клапан. Внутри сейчас вот 1,5 бара он рассчитан. Если нажать, повернуть, снять, то его можно перевести на зеленый режим. И он уже будет пропускать давление только... Опять повернул, снял, и уже зелененькое. Уже только 3 бара давления будешь накачивать. Ну, 1,5 бара достаточно, я считаю, для распыления. Это пластик, наверное. Либо пластик, либо же бамбук какой-то. Штанга рукой. Это часть металлическая. Комары напали, зараза. Буду обрабатывать агрокиллером. Давно у меня лежит он. В комплекте также масочка идет. Наливать буду 10 литров, разбавлять на 10 литров. Комары напали, кошмар. Можно как под левую руку делать, так и под правую. Ремни переставляешь. Сейчас у меня сделано под левую руку, но можно, если что, перевести на правую. Так, по паспорту агрокиллер идет на однолетние сорняки 30 мл на 3 литра воды. Получается на 9 литров 90 мл. Ну, получается 100 мл на 10 литров. Тут у меня... Сколько тут? У меня тут всего 90. В этой бутылочке 90 мл. То есть на 9 литров воды. Хватит мне на весь огород или не хватит, не знаю. Но посмотрим. Буду сразу на все разбавлять, а там разберемся уже. Остатки куда-нибудь вылью. Страшно открывать. Гербицид. Надо перчатки одеть. Также есть уровень жидкости. Агрокиллер имеет как сироп. Немножко на мед напоминает. Мед напоминает. Ну, вроде все собрали. Конечно, хорошо, но без удобрений работать, если есть возможность. Со временем будем стараться уходить от удобрений. Не удобрений, а вот этих вот гербицидов. Но пока что как есть. По большому счету, пока ботвы нет, ничего плохого это не вижу. Он разрушается на солнце через время. Применять надо его либо рано утром, либо поздно вечером. Вот я вечера чуть дождался. Ну. Так, и до метки льем 9 литров воды. Ну, 9 литров. Чуть можно еще долить. Переводим на режим манометр, точнее клапан на режим ON путем
до конца закручиваем его. Все. 1,5 бара. Так, ну вот, накачиваем давление. И начинаем бороться с сорняками. Так, ветер куда-то в ту сторону. Чуть ли не задом идти, что ли. Таким покрытием. Все ли я накрываю? Вообще агрокиллер с комарами боролся. Не знаю, насколько тщательно нужно поливать. Но земля вроде как сырая становится. Главное не сбиться потом, где прошелся, где нет. Опрыскивать мне как-то понравилось задом. Идти хоть не совсем удобно, но контроля больше. Вот второй день продолжаем работать с агрокиллером. Сейчас опять буду опрыскивать. По большому, где-то у меня получится на этот огород 270 грамм агрокиллера с содержанием рабочего вещества 500. В общем, дозировка 500. Агрокиллера расход вообще на 3 сотки должен быть, но у меня где-то на 2,2 получилось. Понравилось мне ходить больше всего задом, контроля больше. Блин, хотя ветер поднялся. Против ветра идти не хочется, наверное, сразу пойду я на ту сторону огорода, чтобы херню этой не дышать. Ну, я думаю, почти хватит мне. В конце попробую побыстрее пройти. 3 прохода по 45 метров, 145 метров, 135 метров. Все, обработал я агрокиллером свою ботву, сорняк. Посмотрим, как он там будет работать. В конце ролика я выложу по прошествии времени, как отработала эта система. Аппарат этот рекомендую, аппарат нормальный, Evolution. Не знаю, что тут инновационного. По нему скажу, не гоните за литрами, лучше брать 16 либо 10, 20. Я 16 наливал полный, тяжело слишком. 9 литров в самый раз. Агрокиллер идет 30 миллилитров к 3 литрам, ну так и разбавляется. Ну 16 только что, если перемешать надо, так тогда удобнее будет. Наличие металлической штанги. Манометр, вещь неплохая, контролирует. Форсунки в наличии также. Размер капли, все там определено в инструкции. Так что это такая профессиональная вещь, уже можно работать. Ушло мне на все про все 3 бутылочки. Это получается 270 грамм агрокиллера. На этом все. Смотрите. Если не обязательно этой фирмы, берите любой. Но вообще опрыскивание, конечно, вещь хорошая.
Насчет вредности, не безвредности я уже сказал. Ничего страшного в этом не вижу. Работа должна быть нужной и полезной, а не просто раком стоять, выдирать это. Ну, либо окучить я не мог, потому что я не знаю, где у меня там картошка вылезет. Посадить ее, как посадил в первый раз, считаю неплохо, но не знаю, где конкретно все повылазит. На этом все. Ну вот прошло 2 недельки, результат, как видите, неплохой. Сейчас я ближе покажу. Старый сорняк весь погиб, новый только начал появляться. Но уже и картошка проявила себя, уже где-то поднялась. Не сортовая, которую мы садили с левой стороны, я садил всю жизнь от бабушки, мне это мать передала. Она первая поднялась, но она, скорее всего, поднялась, потому что она перед посадкой долго грелась. Ну, не на солнце, так в теньке, но постоянно на свету. Вот, запустила росточки, и вот она первая уже начала сильно так подниматься. Сортовая, видно, ранняя где-то чуть правее, тоже начала подниматься. Средняя еще только дички, только маленькие появились. Но сейчас пока что по сорняку покажу. С левой стороны это домашняя, не сортовая, она уже прогретая. Посередине здесь уже вот видно, что деградация травы произошла, и уже появилась новая, скорее всего. Ну, в общем, химпрополка весьма неплохой метод борьбы с сорняками. Если бы не химпрополка, у меня уже здесь бы как в поле, наверное, трава стояла ниже колена, выше щиколотки. А так она вот деградирует и не растет. Вот она желтенькая стала. И все, дальше не растет, застыла на одном месте. Если картошка еще не поднялась, химпрополкой обработал 2 недели, и все отлично. Состав распадается за 2 недели. Так что теперь можно уже, как у меня редки появились, так-то я сомневался, там, окучивать, не окучивать. Сейчас уже я вижу, где картошка как растет, и сейчас буду уже окучивать.